каждого из нас хотя бы раз было желание в промозглый вечер укутаться с головой в одеяло, сесть у окна и, попивая чай, с грустью смотреть на дождь. А вот наш сегодняшний герой проводит всю свою жизнь в сентиментальной медитации под шерстяным одеялом собственного производства. Знакомьтесь, шерстокрыл – самый милый интроверт животного мира, против которого ополчились все гарпии. Кстати, ролик о гарпиях есть на нашем втором канале «Планета Земля». Шерстокрылы или кагуаны – загадочное и удивительное млекопитающее, обитающее в Юго-Восточной Азии. Эти животные, несмотря на название шерстокрыл, не имеют крыльев, как птицы или летучие мыши, а обладают кожистой перепонкой, которая натянута между лапами и хвостом и напоминает плащ. Благодаря этому они способны планировать на значительные расстояния, перелетая с дерева на дерево на расстоянии до 100 метров. Такой способ передвижения позволяет им избегать хищников и находить пищу, оставаясь на деревьях. Насчитывается всего два современных вида шерстокрылов – филиппинский шерстокрыл и малайский. Казалось бы, шерстокрыл – это усовершенствованная версия белки-летяги, но зоологи до сих пор спорят, что это за чудо-зверь. Ученые долго кидали несчастную животину от отряда к отряду. То к сумчатым определят, то к летучим мышам засунут. Некоторые вообще признают за котиков. Наверное, из-за любви шерстокрылов к умывашкам. И да, они очень любят чистить свою шерсть. Как и у кошек, на их языке есть специальные бугорочки, которые удаляют грязь с меха. И вправду, как тут разберешься? Сумка есть, но не настоящая. Крылья на месте, но летать шерстокрыл не умеет. Именно поэтому шерстокрылам отвели отдельный отряд имени себя. Но кто знает, куда занесет этого мохнатого парашютиста дальше. Вообще все шерстокрылы ближе к приматам, хотя и не являются их прямыми родственниками. Несмотря на это, по ДНК-анализу шерстокрылы ближе к нам, чем, например, грызуны, а их уникальные планирующие способности возникли в результате адаптации к лесной жизни. Как уже упомянутое исступление, шерстокрыл живет в гордом одиночестве. Укутавшись в дизайнерский плед из шерсти и складок, зверек днями напролет ищет ответы на вопросы о смысле жизни, происхождении вселенной и вообще учится созерцанию в темноте. Размером шерстокрыл с кошку, 40 см в длину, масса около 1,5 кг. Эти философы убежденные друиды и ведут строго древесный образ жизни. У них большие выразительные глаза, что помогает лучше видеть в сумерках, когда они наиболее активны. Зубы этих млекопитающих имеют уникальную гребенчатую форму, что помогает им питаться листьями, цветами и молодыми побегами деревьев. Заметить шерстокрыла в густых зарослях джунглей Юго-Восточной Азии трудно. Чтобы шерстокрыла не отвлекали от дум всевозможные хищники, животинка прокачала свое покрывало до уровня мантии-невидимки, или, если быть точнее, добротного камуфляжа. К тому же и сам кагуан и его одеяло покрыты плотной мягкой шерстью, которая помогает поддерживать тепло в условиях тропических лесов. Но как только наступает ночь и город засыпает, шерстокрыл просыпается. Из тихони философа наш герой сразу превращается в Бэтмена, а его милый и уютный плед в ковер-самолет. Забравшись на самую верхушку дерева, шерстокрыл совершает прыжок с головокружительной высоты и расправляет не 2, не 4, а целых 6 крыльев. Ладно, полноценными крыльями это не назовешь. Летать наш герой не умеет. Но все тело животинки от головы до хвоста – это один большой парашют, на котором зверек может пролететь 140 метров за раз или 1,5 километра за ночь. Так этот Бэтмен перемещается от дерева к дереву в поисках всевозможных вкусняшек, фруктов, листьев и даже цветочков. Кто сказал, что есть ночью вредно? Главными жертвами шерстокрылов становятся фермеры. Несмотря на мимимишную внешность на родине, в Малайзии и на Филиппинах шерстокрылы не жалуют, а точнее отстреливают, лишь завидев. Красивые глаза — это, конечно, классно, но не тогда, когда их обладатель съедает все фруктовые посадки. Единственное, на что отвлекаются шерстокрылы, кроме как на покушать и на подумать, это размножение. Брачного периода у них нет.
Когда хочется, тогда и можется. Но после любви шерстокрылов начинается настоящая чертовщина. Обычное млекопитающее без претензий на австралийские корни вдруг превращается в сумчатое. Когда на свет спустя 2 месяца на свет появляется голый слепой шерстокрыльщик, мама подворачивает хвост и превращает его в сумку. Шерстокрылы не имеют настоящей сумки, как у кенгуру, но у них есть кармашек, созданный кожистыми перепонками на брюшной части тела. В этом кармане детеныш проводит свои первые месяцы жизни, цепляясь за шерсть матери, пока не станет достаточно сильным и ловким. Детеныш остается с матерью в течение нескольких месяцев, пока не научится планировать и находить пищу самостоятельно. Все это время мама защищает его, носит с собой и учит основным навыкам, особенно искусству планирования, что критично для выживания в дикой природе. Растут молодые кагуаны очень медленно, достигая взрослых размеров только в 2-3 года. К сожалению, шерстокрылы рождают лишь одного детеныша за один раз, что замедляет рост популяции. И это обычное явление среди животных с высокой родительской заботой. В этой связи страдает и популяция этих милых пушистых философов. Масло в огонь подливает, конечно же, человек. Как и для многих других древесных животных, для шерстокрылов наибольшую угрозу представляет вырубка тропических лесов. К тому же на шерстокрылов иногда охотятся местные жители. Кагуаны имеют мягкий мех, а также их мясо может потребляться в пищу. В целом же шерстокрылы пока не считаются вымирающими, но их популяция подвержена рискам и постепенно сокращается. Эти летающие млекопитающие остаются одним из самых интересных примеров адаптации к древесной жизни, удивляя биологов своими необычными способностями и уникальной эволюционной историей. Фактически, шерстокрылы считаются лучшими планеристами среди всех млекопитающих. Даже летучие мыши или белки-летяги не могут сравниться с их плавностью и точностью полета. А как вы думаете, на какое другое животное больше всего похож шерстокрыл? Пишите в комментариях. А для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, можете перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!